Образование. Если вы слышите в этом слове не только работу за зарплату, а миссию, вы с нами. У нас могут работать только избранные. С вами опять Изя Сарабан. Здравствуйте на вас и наша вам с кисточкой. Сегодня мы с вами поговорим за жизнь. Еще для меня число 10. Я вам скажу, каждый маломальски уважающий себя еврей должен иметь в запасе хотя бы килограмм золота. В первую очередь все во всех странах ассоциируют сарабан с развитием детей. Но если быть точнее, глубина деятельности гораздо больше. Мы развиваем синхронность работы полушарий мозга, то есть тренируем мозг. И делаем это успешно. Даже не так, в этом мы лучшие. А уже где потенциал больше проявится, это, как правило, индивидуально. Есть такая фраза, что наш мозг может все, главное в это поверить. Так вот, занимаясь по методике Сарабан, наш мозг действительно может все, и если выполнять регулярно домашние задания, относиться к обучению с должным уважением, то результаты не заставят себя ждать. Наш мозг может многое, но где его граница? В теории ментальной арифметики есть закон: обучиться сможет только ребенок. Давайте попробуем опровергнуть его. Общеизвестно, старость начинается со старения мозга. Человеку становится неинтересно жить. Он теряет вкус, цвет жизни. Он перестает хотеть развиваться и учиться. Обучение 55+, можно смело назвать успешным исследовательским проектом школы Сарабан. А мне посчастливилось стать первым тренером. Начинать было страшно, потому что в нашу школу пришли взрослые люди со своим багажом знаний, со своим жизненным опытом. Они пришли сюда не просто, чтобы получить новые знания, но и внести разнообразие в свою жизнь. Но интуиция подсказывала, что у нас будут замечательные результаты. С нами стоит сотрудничать. У нас хочется работать. Это замечательная работа, она увлекает, я ею живу. Работаешь и хочется работать именно здесь. +4. +5. +4. +7. +1. Результаты эксперимента превзошли все ожидания. В этом можно убедиться, просто посмотрев цифры в отчетах. Но самое главное, наши студенты 55+, поверили в себя, захотели развиваться. А мы, команда проекта, наглядно убедили, что не существует какого-то правильного возраста для изучения сарабан. Люди старшего возраста обнаруживают у себя новые качества. Улучшается внимание, память, концентрация, раскрывается творческий потенциал. Вообще удивительная вещь. Вот реальность превысила все мои ожидания. То есть жизнь изменилась коренным образом, а она стала более яркой. Только благодаря Сарабану, только благодаря развитию правого полушария. То есть ты читаешь книжку, ты ее не так воспринимаешь, как раньше воспринимал. Ты видишь образы, ты видишь, как режиссер уже это все смотришь. Потом музыку тоже слушаешь, по-другому воспринимаешь музыку. Это все я реально сама пережила. Сейчас я более собрана, более сконцентрирована, и записки, если и пишу, то бывает их даже не достаю, а покупаю продукты. Затем я заметила, что я быстрее принимаю решения какие-то. Однако трудно было предположить, какие результаты будут у взрослых, которые почти вдвое старше тренеров. В ходе проекта я убедилась, и это подтвердили участники эксперимента, что психологическая молодость – это вера в свои силы и возможности, а психологическая старость, напротив, связана с чувством ограниченности и жалости к себе. Я считаю с удовольствием и даже с каким-то азартом. И каждый раз, когда я получаю правильный ответ и убеждаюсь в этом,
Я получила огромное удовольствие, и вот примерно как дети показывают, вот так, вот все у меня получилось. И вот за это в первую очередь спасибо Сарабану. С удовольствием ходила на Сарабан, и Сарабан сделал изнутри отношение ко всем более добросердечным. Спасибо вам за то, что вы меня подняли из депрессии. Спасибо. Для меня это большое дело. Наши самые старшие студенты изменились и внешне. Помолодели, в глазах живой блеск. А ведь известно, что внешность является отражением внутреннего состояния человека. Напрашивается вывод: 55+, интересный, познавательный, наполненный позитивом период жизни. А выявить это помогла методика Сарабан. Выпускник 2017. Сарабан – это креативная команда с творческим подходом к процессу обучения и в первую очередь индивидуально к каждому ребенку. Ведь всем родителям нравится видеть улыбающиеся лица своих деток. Для этого все, без исключения тренеры, проходят кастинг на творчество и одержимость своей профессии. Да, я с первой секунды поняла, что это мое призвание. Я всю жизнь в спорте, тренирую спортсменов. Сарабан – это как спорт, только для мозга. Я одержима своей работой и очень люблю деток, с которыми работаю. L'esperienza vissuta come insegnante della scuola di Sorobum nei primi mesi non ha fatto altro che darmi notevoli soddisfazioni. Bambini che sono arrivati inconsapevoli di quello che sarebbero andati a fare si sono appassionati sempre di più, giorno dopo giorno, all'attività che io con tanta passione e tanto amore ho cercato di trasmettere loro. Bambini che all'inizio pensavano che le cose fossero troppo semplici, hanno capito col passare dei giorni e delle lezioni che invece la nostra scuola era una scuola seria, in cui si imparavano delle cose soltanto con la loro costanza e il loro impegno, soprattutto esercitato durante le ore a casa. Sono veramente soddisfatta che dei bambini di 6 anni venissero il sabato pomeriggio a lezione felici di poter imparare qualcosa di nuovo, di potersi confrontare con i loro compagnetti grazie anche agli escamotage che noi insegnanti appunto abbiamo deciso di attuare per farli appassionare al mondo della matematica. Действительно, японцы считали на нем и до времени калькулятора, в общем-то, использовали для того, чтобы произвести расчеты. Ну, а 25 лет спустя заметили, что если считать не только на сарабане, но этот сарабан представлять, то есть визуально вести счет, то неплохо потренировать правое и левое полушарие. И освоив эту методику и усовершенствовав ее, Юрий Новоселов создал свою программу, эту методику, на основании которой запатентовал, надо сказать ее, на основании которой мы сейчас и работаем. И она действительно потрясающая. Тренированный мозг, который появляется в результате действий и манипуляций, вкупе с нашей методикой, ну, поражает всех.
ziua! Eu mă numesc Svetlana. Eu sunt antrenor și administrator al școlii de calcul mental Soroban din Chișinău. Lucrând în această echipă mi-am dat seama că munca poate aduce plăcere. Sarcina mea de bază ca antrenor este să învăț copiii să folosească ambele emisfere ale creierului în același timp. Sunt mândră că pot ajuta tânăra generație să-și descopere potențialul, dar cel mai mult în școala Soroban îmi place să cred că în viitor copiii noștri vor schimba lumea spre bine. Echipa Soroban este o familie tânără, puternică și prietenoasă. Suntem mereu în proces de dezvoltare, din dorința de a fi cei mai buni. În sfera d'artă, ușile noastre sunt mereu deschise. Ничто и никогда меня так не увлекало. Это неповторимое ощущение приверженности и собственной реализованности, когда то, что ты делаешь, так востребовано. Здесь все, и творческий подход, и научные исследования, и инновации. Но попасть в эту команду было сложно. Тут не тривиальные собеседования, здесь настоящее испытание. Но так ведь и правильно, ведь в основном мы работаем с детьми, в них наше будущее.